И вновь на обзоре дешевый и защищенный телефон. В PC-марке показал он 8 часов 48 минут автономности, инфракрасная камера ночного видения на борту и работает, влагоустойчивость и противоударность есть, поддерживается NFC и 4G, HD-дисплей, пусть и не супер, разблокировка по распознаванию лица работает, на задней стороне крышки есть датчик отпечатка пальцев, 64 гигабайта встроенной памяти и 4 гектара оперативы. Неплохой громкий динамик, хоть и звучание здесь моно. Ну и как всегда, все работает не идеально. Или хотя бы не просто хорошо. Все жертвы неуязвимости девайса. Данный девайс мне предоставил для обзора производитель. Я его попытался убить. Что с этим получилось, вы узнаете в ролике. Никаких условий, никаких ТЗ. Единственное, 2 таких девайса новых я разыграю среди подписчиков. Я думаю, вам это дело будет интересно. Сейчас о нем расскажу. Tube 937. Всем привет. Меня зовут Саня. Вы на канале Польза.нет. На канале только быстрые обзоры. Стараюсь делать все максимально емко, с максимальным количеством тестов. Много конкурсов, условия которых в описании, а сегодня я расскажу про противоударный и влагонеуязвимый AGM H3. Такой вот новый дешевый защищенный смартфон. Производитель, кстати, не появлялся на горизонте примерно года 2 после выпущенного смарта AGM X3. И вот новиночка у меня на руках. Я думаю, что многие уже успели попользоваться телефонами их бренда. Полетели. Распаковка, коробка из не очень плотного картона, желто-черного цвета. Пришла целая и выглядит на любителя. Ну а кратко, очень дешево. На коробке есть спеки на английском и информация о модели телефона. В комплект входит телефон, Type-C кабель, блок питания на ультра скромные 10 Вт, я такого давно не видел, скрепка и руководство пользователя на английском и русском языках. К сожалению, без бодрящего запаха клея тут тоже не обошлось, все пахнет китайщиной. Летим дальше. Корпус телефона выполнен из пластика и поликарбоната и имеет усиленные ребра и углы, это видно невооруженным взглядом. В продаже есть только одного цвета телефоны, внешне они отличаются от обычных и привычных нам на вид флагманов. Еще как при этом. Размеры его составляют 162 мм на 76 на 13 мм, а вес 240 граммов. В руках держать комфортно, при этом он не ощущается супер тяжелым. Над и под экраном у него есть заметные рамки, плюс к этому внизу в лицевой части расположен динамик на 2 Вт. На корпусе расположены кнопки регулировки громкости, кнопка питания и вызова камеры. У всех них приличный люфт. За прорезиненной вставкой разъем для зарядки USB Type-C. Прорезиненный слот под 2 сим-карты, и вместо одной симки можно вставить SD-карту, что удобно. К слову, прорезиненная вставка тут очень даже хорошая. Летим дальше. Микрофон, 2 динамика с лицевой части, основной и разговорный. Звучание здесь моно, напоминаю. Тут же есть фронтальная камера. С тыльной части блок из 3 камер интересного оформления. Не в формате квадрата, а в форме круга. И датчик отпечатка пальцев. В целом дизайн неплохой. Я бы сказал, что все достаточно гармонично сочетается. Из рук телефон лично у меня выскальзывает. Но он не маркий и повреждений супер много не собирает при обычном использовании. А после того, как он у вас полетает и попадает, появится много царапин, и держать его станет удобнее. Вот такой вот лайфхак. С лицевой части в больших рамках располагается дисплей на 5,7 дюйма, ЖК-экран с разрешением 720 на 1440 пикселей. Плотность пикселей составляет всего 282 dpi. Это просто нереально мало, как вы понимаете. Частота обновления 60 Гц, и чувствуется, что это очень мало. Плавности здесь по минимуму. Автояркость работает хорошо, регулируется быстро. Яркости дисплея на солнце слегка лично мне недостаточно. Под разными углами бросает в теплый оттенок. На разблокировку отпечатком пальцев реагирует заторможенно. Аналогичная ситуация с распознаванием лица, хотя по мне чуть-чуть все-таки быстрее, чем с пальца. Далее, AGM H3 имеет 12-нанометровый 8-ядерный процессор от MediaTek Helio P22 с тактовой частотой до 2 ГГц. Чипсет здесь MT6762, все чуть ли не доисторическое, все древнее, но кое-как работает. Операционная система Android 11, что очень странно. Объем памяти небольшой, 4 гектара оперативы и 64 внутренней, но, к счастью, есть возможность расширить внутреннюю за счет SD-карты. NFC есть, Google Pay встает, что удивительно за эту цену, кстати, вот молодцы. Смарт поддерживает Wi-Fi двухдиапазонный и 4G сети, бенды 7 и 20 в наличии. В городских условиях работает все в пределах нормы, Bluetooth версия 5.0, GPS по моим тестам работает с точностью до метра, и это неудивительно, он как раз в основном для этого и предназначен. Даже рядом с многоэтажками точность была отличная, так что телефон, то, ради чего он сделан, в принципе, отрабатывает. Вибромоторчик не очень, само вибро топорное, плюс и не настраиваемое. Датчик приближения работает стабильно неплохо, срабатывает не так быстро, как хотелось бы, но работает. Емкость аккумулятора 5400 мАч, в PC-марке он выдал 8 часов 48 минут на автономности. И это достаточно мало, так как у Redmi Note 10T с емкостью аккумулятора в 5000 мАч PC-марк выдавал 10 часов. Обзор на него вы, кстати, можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу. По моему мнению, батарея в таких смартфонах, как AGM
GM H3 должна быть сверхживучей, так как их покупают не для того, чтобы кататься на работу в метро, а чтобы ходить с ними в лес по грибы, допустим, или на рыбалку. Полный цикл зарядки от родного блочка 2 часа 45 минут. Телефон хоть и в целом не предназначен для игр, я не мог его не погонять по всем параметрам. В Genshin Impact на средних настройках графики за час улетело 30%, по FPS PUBG выдает в среднем 25 FPS, температура 57 градусов и фризов по минимуму. Также проверял на тяжелой игре Genshin Impact на средней графике 60 FPS. По тесту скачет FPS от 4 до 9, да, вы понимаете, что это вообще не играбельно. И нагревается телефон до 56 градусов, но не умирает, что хорошо. Естественно, фризы в этой игре есть, притом лютые. Стресс-тест прошел телефон успешно. В Antutu показал 110 тысяч попугаев, давно я так мало не видел, наверное, года полтора. Storage-тест показал 8800, результаты тротлинг-теста вы сейчас видите на экране. В 3D-марке для проверки были доступны только два теста, это Slingshot 741 и Slingshot Extreme 723. Летим дальше по камерам. Блок камер с тыльной части не сильно выпирает, но выступ есть. Состоит блок из трех камер: инфракрасная ночная камера на 13 мегапикселей, макрокамера на 2 мегапикселя и основная на 12. Максимальное разрешение для записи видео 1920 на 1080 точек, фронтальная камера на 8 мегапикселей с максимальным разрешением видеозаписи 1920 на 1080. Качество далеко не отменное, работа инфракрасной камеры отличная, но разглядеть через нее предметы вдали не получится. Примеры работы камеры вы сейчас увидите. Чтобы не было дезинформации, вот так примерно выглядит попытка записи на фронталку у AGM. В течение дня уже с перезагрузками, с обновлениями, со всей фигней пытаюсь что-то записать, но упорно не хочет записываться ничего. Сегодня у нас 15 августа. Ну, с такой дичью я встречаюсь первый раз, поэтому вместо примеров видео, скорее всего, будет вот это для вас. Считайте, камера на данный момент не снимает. Пример съемки основной камеры AGM90, защищенный телефон. Насколько вероятно, что он запишет все-таки то, что я сейчас записываю, в память, а не просто позволит мне поводить телефоном. Я не знаю. Вот сейчас пройдусь. 1080p. Понятно, что картинка так себе. Давайте разверну к себе даже. Вот так примерно он будет снимать вас на основную камеру. Если он вдруг решит записать данное видео, это будет круто. Так, проверяем стабилизацию. Все, выяснил, что это программный глюк. Пока на фронтальную камеру невозможно записывать на этот телефон, но основная камера записывает не самым ужасным образом. Я бы не сказал, что все плохо. Вот, допустим, даже попытаемся стабилизировать все и увеличить максимум X4. Ну, не полное мыло. Насчет автофокуса проверим вот так. Раз. Два. 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 В общем, автофокус, как и все остальное, ну вы поняли. Я не знаю, кто будет подбирать, правда, телефон с защищенкой по камере, но за ту цену, которую они хотят за него, ну могли бы напрячься чуть-чуть, хотя бы чуть-чуть. Так как телефон имеет защиту IP68 и IP69K, я его для начала хорошенько искупал, а после проверил на прочность. После погружения в воду никаких особых изменений не произошло. В принципе, в этом плане девайс достаточно хорошо защищен. После этого неоднократно я ронял его с высоты кармана на землю, и помимо незначительных царапин ничего не образовалось. В конце концов, я решил не мелочиться и проверить его молотком на прочность. 2 удара по корпусу, и что было дальше, вы сами наблюдаете на экране. Я, естественно, предполагал, но не ожидал данного результата. Из минусов: первое — это автономность, второе — качество фото и видеосъемки, притом фронталка здесь не работает, и это прям эпичный фейл. Третье — это долгая зарядка. Цена по ссылке в описании к видео во время распродажи будет около 11 тысяч рублей, она стартует завтра. Это примерно, не знаю, долларов 150 максимум, так что берем, закидываем себе в корзинки, берем промокоды и решаем, нужен нам такой защищенный телефон или нет. Как смартфон, конечно же, лучше какой-нибудь Poco M3 Pro взять, но как защищенный телефон мне, в принципе, он зашел. Напоминаю, что я разыгрываю 2 таких смартфона, условия будут просты. Вы подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, ставьте лайк и в комментариях скидывайте ссылку на репост. То есть делитесь этим видео, скидывайте ссылку в комментарии под этим роликом и автоматически участвуйте в конкурсе. 30 числа в этом месяце я данных 2 телефона разыграю среди вас новых, понятно, не после тестов. По поводу промокодов и распродажи, сегодня будет вечером стрим, приходите, расскажу, что будет выгодно, что я сам планирую покупать,
и как все-таки не нагреться на распродаже. Лично мой опыт и мои советы. Не забывайте подписаться на телеграм-канал по ссылке в прикрепленном комментарии, там будет много всего интересного, промокодов уже выкинуто эгегей сколько, и часть из них уже дня 3 как работают, что странно. Резюмирую, по девайсу. Для своей стоимости, как защищенный смартфон, он топ, но если вы привыкли к комфортному, любимому андроиду, то это просто мрак. Все тормозит на стадии открытия приложений. Сколько он может проработать, вопрос, конечно, интересный. Но огромный плюс это то, что есть здесь NFC, плюс не выглядит так, будто вы со стройки кирпич только что украли, что бывает в защищенных телефонах. Жду вашего мнения в комментариях по поводу данного девайса, стоит ли такое обозревать, интересно ли вам это. От себя, учитывая стоимость в 11 тысяч, однозначно ему да, потому что все-таки ценник более чем адекватный, учитывая, что это защищенный смарт. 5000 такие вещи обычно не стоят. Подписывайтесь с колоколом, добра и удачи вам, дорогие друзья.